Лариса, кто-нибудь напишите в чат, что мы начали. И тогда буквально несколько вступительных слов по сегодня, и я передаю Джину микрофон, чтобы уже не задерживать. Сегодня у нас с вами вторая встреча по теме межгалактийцы. Кто такие межгалактийцы и чем они занимаются, чем они полезны нам. Об этом было в первой встрече. Завтра вы получите записи, сможете найти эту первую встречу, еще раз посмотреть. Сегодня у нас продолжение. И сегодня наша встреча будет построена таким же образом, как обычно. Сначала Джин даст теоретическую какую-то часть. Вот. Сейчас. Так. Вот. И после этого будет сессия. После сессии уже будет время ответов на вопросы. Я видела в чате, что очень много вопросов. Я не знаю, наверное, Ренат, можете Джину сказать, что там порядка 20-30 вопросов уже до начала встречи было. Маленьких, больших. Вот. Но если вот мы когда дойдем до сессии ответов на вопросы, и я пропущу какой-то вопрос, возможно, вы задайте его, ну, еще раз повторите. Вот. И еще одно такое маленькое объявление. Я видела, вопросы были очень разные уже вот сейчас. И вопросы, связанные с личным состоянием, с личным здоровьем. Такие вопросы все решаются на консультациях, решаются на углубленных встречах, поэтому я буду зачитывать те вопросы, которые относятся, ну, в общем-то, ко всем, можем так сказать, универсальные такие вопросы. Вот. И напоминаю, нас ждет две углубленные встречи, ждут 30 сентября и 1 октября. Ссылка на эти встречи вы можете найти под видео, вот, чтобы оформить заказ и попасть на эти встречи, на углубленные встречи с Джином. Там вы можете задать гораздо больше вопросов, потому что участников будет в разы меньше, и вы сможете получить ответ на каждый ваш вопрос. На этом мое представление небольшое закончилось. Сегодня с нами вместе Джин Анг. Джин – доктор нейробиологии, и вот уже много-много лет занимается духовными практиками, эзотерическими практиками. Сегодня будет такая же практическая встреча, как и раньше. Ну, наверное, передаю Джину микрофон. Ренат, что-нибудь скажите, если можно. Jen, she is passing the mic to you. She said that already before the webinar started, you had 20 plus questions asked by people, so probably much more would be happening by the end of the webinar. And mic is yours. Great. Well, welcome everyone to the second seminar in this series of 4 seminars. И добро всем пожаловать на второй наш вебинар из серии 4 вебинаров. I'm very happy to be here with you this evening. И очень счастлив быть с вами сегодня вечером. Today's topic is very deep, very interesting, and hopefully will be very useful for you. Сегодня мы будем говорить о очень глубоком и интересном предмете. Я надеюсь, что он будет вам интересен и полезен. I'll mention the title for today's talk is Working with the Intergalactic 12 Universal Vibrational Color Healing Frequencies. И он будет посвящен 12 интергалактическим вибрационным цветовым модальностям, которые работают для исцеления. So for the first portion of tonight's session, we'll be talking not so much about the intergalactics. We talked about that the first seminar. И в первой нашей части мы, наверное, уже не будем так много рассказывать об интергалактийцах, потому что мы этому посвятили довольно большую часть предыдущего семинара. If you have any questions from that seminar or about the intergalactics in particular, then we'll have a discussion at the end, and I'll answer any questions about that. Или если у вас возникнут какие-то вопросы относительно нашей первой встречи, то в конце сегодняшней мы также будем рады на них ответить. The majority of the first portion of the discussion will be about something called the 12 universal vibrational spectrum healing frequencies.
И первая часть нашего обсуждения будет в основном посвящена 12 вселенским вибрационным исцеляющим модальностям. And hopefully you were able to obtain the handout that Renat had beautifully translated and Natalia maybe distributed to you. И я надеюсь, что у вас у всех есть распечатанный формат вот этого перевода об этих 12 цветах, которые Наталья вам всем разослала. I'll be going over the highlights of that handout, and maybe if you don't have the handout, you can get a copy afterwards. И если у вас его в данный момент нет под рукой, вы можете, наверное, его распечатать и посмотреть уже потом, после нашего вебинара. И я сейчас остановлюсь на некоторых ключевых позициях. Ренат, прошу прощения, я вам пишу в чат, и люди говорят, вас немножко хуже слышно, чем Джина. Попробуйте отключить микрофон и еще раз включить, потому что вас действительно сегодня хуже слышно. Хуже в смысле качества звука или вот сейчас лучше, вот сейчас лучше. Ну да. Скажите, скажите. Раз, два, три, четыре, пять, да. Вот сейчас отлично, все, спасибо большое и прошу прощения, вот, Джина. Jin, apologies, like they corrected my sound. Okay. Yeah. So after the discussion, we'll have a healing session for about 45 to 50 minutes using the intergalactic version of these 12 healing frequencies. И после нашего обсуждения мы проведем исцеляющий сеанс длиной 45-50 минут, где задействуем вот эти вариант интергалактийцев вот этих вот исцеляющих частот. We'll take a short break to help integrate the energies and then have a question and answer session afterwards. Затем у нас будет традиционный короткий 5-минутный перерыв на интеграцию, и потом у нас будет сессия вопросов и ответов. But before we begin the discussion, I mentioned that we would do the meditation on the pineal gland that we talked about last time. Но до того, как мы перейдем к собственному обсуждению, я, наверное, сейчас проведу ту медитацию, которую обещал вам в прошлый раз, посвященную работе с шишковидной железой. So we'll just start with a short 5-minute meditation so you can get an idea of how to use the energy center. И мы проведем короткую 5-минутную медитацию, чтобы вы имели представление, как работать с этим энергетическим центром. As I mentioned in the last teleseminar, the reason that this meditation is so useful is that you can upload and download to your higher soul the experiences you're having. И, как я упоминал в прошлый раз, польза этой медитации в том, что во время этой медитации вы загружаете тот опыт жизненный, который вы приобретаете здесь, делитесь им с вашим высшим «Я», и на основании того, что вы туда загрузили, вы получаете какую-то обратную связь от вашего высшего «Я». And this way you can accelerate your spiritual or consciousness development. Что, в свою очередь, позволяет вам ускорить ваше духовное развитие. If you like this meditation, even 5 minutes each time is enough. Если эта медитация вам понравится, даже вот подобные 5-минутные сессии уже может быть достаточно. And maybe you do it like 3 times a week is good enough also. И если вы будете проводить даже в таком 5-минутном формате ее 3 раза в неделю, это будет вполне адекватное время. So the meditation will first start by putting your awareness anywhere above your head in the pillar of light that rises vertically from your crown chakra. И вы начинаете вашу медитацию с того, что помещаете ваше внимание в пространство у себя над головой, вдоль вот этого столба света, который поднимается у вас вертикально вверх от вашей коронной чакры. And this is to connect with your divinity or your higher self's energy. Это помогает, вот этот канал света помогает вам обрести связь с вашим божественным началом, с вашим высшим «Я». Then we'll bring our awareness down to the center of the head where the pineal gland is located.
И затем оттуда мы переводим наше внимание в центр головы, где находится собственная шишковидная железа. Like I mentioned, the way you can find it is if you have a line that goes from the tip of your earlobes across your brain. И, как я уже вам говорил вчера, как вы можете найти эту точку расположения шишковидной железы, вы проводите прямую горизонтальную линию от высших точек ваших ушей, кончиков ушей. And then another line that goes from the center of your eyebrows to the back of your head. That's the line going this way. И затем пересекаете ее другой горизонтальной линией, которая идет от точки между бровей и горизонтально проходит сквозь как бы голову, условно говоря, и выходит сзади. Вот пересечение вот этих линий. So where these two lines cross, that's where the pineal gland is, in the center of your head. И вот это пересечение двух линий между ушей и от точки между бровей и назад, вот в пересечении этих двух линий и находится ваша шишковидная железа. And then the vertical line is if you take the tip of your tongue and move it across your palate, where the hard and soft palate meet, right there, that where your tongue can touch that area above it. Your tongue is the pineal gland. И если еще вам нужна как бы точка понимания, то вы можете провести языком по небу, и там, где ваше твердое небо переходит в мягкое небо, вот на этой грани, прямо вверх над этой точкой и будет находиться ваша шишковидная железа. If it feels comfortable for you, you can keep your tongue there between the soft and the hard palate, and it will further activate the pineal gland during the meditation. И если для вас это будет комфортное положение, вы можете удерживать язык вот там на грани между твердым небом и мягким небом, и это будет дополнительно во время медитации усиливать активацию шишковидной железы. So we'll spend about 5 minutes with our awareness at this center in the middle of the head. И мы проведем 5 минут, сохраняя внимание на этой точке. If your mind wanders, you just bring it back to the center of your head. That's all. Если ваше внимание куда-то уходит, просто возвращайте его опять к этой точке в центре головы. If you start thinking about something, when you catch yourself, just say the word thinking, and then just bring your awareness back to the center of the head. И если вы почувствуете, что уходите мыслями куда-то, думаете о чем-то другом, то скажите себе думание и вернитесь опять к созерцанию, к концентрации на этой точке в центре головы. And no need to be upset with yourself. Just say the word thinking and bring your awareness back to the center of the head. И не расстраивайтесь, как бы не досадуйте на себя, что вы отвлеклись. Просто скажите, когда вы понимаете, что мысли не ушли куда-то, что вы думаете, и вернитесь опять к этой точке. And then we'll end the meditation by bringing our awareness again anywhere above the head for a minute or so. И в конце нашей медитации, где-то на минуту, мы вернем наше внимание в это пространство у нас над головой. Okay, so we're going to start. Итак, мы начнем.